Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня мы обсуждаем с вами очередные новости. К сожалению, в Словении погода нас совершенно не радует. Продолжаются грозы, продолжаются сильные ветра и даже град. В субботу, например, от удара молнии погибло сразу 2 человека. Я всегда думала, что погибнуть от удара молнии – это очень-очень маловероятно. Но вот в субботу один человек погиб от удара молнии у подножия горы Триглав. Он был альпинистом, и с ним была еще его спутница. Человек сразу же погиб на месте. За ними прилетел вертолет из Любляны. Погибшего альпиниста и его спутницу доставили в госпиталь в Любляну, но, к сожалению, ничем помочь ему уже не смогли. И практически в то же самое время другой мужчина, видимо, спортсмен, занимался вечерней пробежкой. Была у него вечерняя пробежка, судя по его одежде. Документов у него с собой не было, и в него тоже ударила молния. И человек скончался на месте. Это произошло на территории Славника, буквально в 200 метрах от хижины Тума. Сейчас, кстати, появилась новость, что личность второго мужчины тоже идентифицировали. Им оказался 44-летний мужчина, спортсмен из Вырхники. В Словении грядут реформы в здравоохранении. И, конечно же, все люди очень настороженно относятся к разным видам реформ. И вот очередная реформа. Это то, что создали специальный портал для пациентов, через который пациенты Словении должны будут записываться на прием к врачу. Хотят ввести обязательно, чтобы люди через этот портал записывались к врачу, и чтобы уже все перешли на работу через этот портал к Новому году. Конечно же, очень много людей опасаются этой реформы, особенно пожилые люди, которые не очень хорошо дружат с интернетом, и совершенно мало людей, пожилых людей освоили электронную почту, буквально 15% пожилых людей используют интернет, а сейчас еще больше будет сложностей для них осваивать новый сервис. Но чиновники хотят облегчить работу для работников здравоохранения, потому что, например, если человек отправляет письмо своему врачу по электронной почте, зачастую он забывает оставить там, например, свою подпись, написать фамилию, имя, или, например, забывает написать номер своей страховки или точно описать проблему. И получается, что работники поликлиник очень много времени тратят на то, чтобы разбирать эти письма. Сейчас через медицинский портал нужно будет четко заполнять все необходимые поля, и только после этого система будет позволять отправить ваш запрос врачу. Также через эту систему можно будет видеть, какие лекарства вам выписывает врач. То есть можно будет это просматривать, и даже историю можно будет увидеть. А также надеяться, что будет легче через эту систему людям, которые имеют хронические заболевания, получать очередную порцию своих лекарств. Перейдем от реформ здравоохранения сразу же к экономическому и энергетическому кризису. Как бы нас ни заверяло правительство о том, что мы замечательно и хорошо переживем предстоящую зиму, но сейчас уже у большинства людей это вызывает большие-большие сомнения. С 1 сентября снова будет повышена плата за электроэнергию и за отопление. Как вы знаете, Европа очень сильно зависит от российского газа, а в Словении даже нет своих хранилищ. То есть у Словении очень-очень большие проблемы с электроэнергией.
И даже сейчас, хотя еще не началась даже осень, не начались какие-то критические холодные времена, уже во многих районах Словении начали на несколько часов в неделю отключать электричество. И это, конечно же, доставляет огромный дискомфорт для жителей. Год назад провели эксперимент в Словении. На некоторых перекрестках были установлены на светофорах дополнительные зеленые стрелки. То есть наравне с красным сигналом светофора сбоку была прикреплена зеленая стрелка. Она не горела, она просто была как указатель. И ввели год назад этот эксперимент, что на перекрестке при горящем красном свете светофора водители, где видят эту стрелку, могут поворачивать, конечно же, не мешая другим участникам движения. И вот год прошел, и этот эксперимент очень хорошо себя показал. И сейчас на еще больших перекрестках будут установлены эти стрелки. Будьте внимательны, обращайте на это внимание и знайте, что если вы видите эту стрелку, то вы можете повернуть, пропуская других участников движения при красном свете. Друзья, на этом я заканчиваю сегодняшний достаточно короткий выпуск новостей. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал и ставить лайки. До новых встреч, пока!